Я увидела, что на одном этом цитрате железа именно в форме синтезита улучшения были стойкие. То есть там все остальное, как говорится, оно приложится. Я думаю, что здесь оно имеет такой опухолестатический эффект за счет активной формы кислорода. Скажем так, здесь это наш препарат, это наша инновация, и я этим горжусь и поддерживаю вас в этом плане, в этом начинании. Вот. Он также помог мне сохранить стойкость моих межклеточных мембран. Я так поняла, что и гематопочечные барьеры, гематоэнцефалические барьеры были сохранны вместе с ним, поэтому вирус не зашел. То есть в железную дверь вирус пытался постучаться, но, скажем так, он в организм мой не проник. А медицина все-таки должна включать в себя много аспектов. В тот же самый момент она должна вспоминать и древнюю медицину. То есть мы не должны отходить от тех наработок, которые тоже прошли через потери, потому что вот синтезит в данный момент, вот сколько много было отзывов, он дает человеку лучше себя реализовать как элемента в социуме. Хорошо, но а вы как представитель медицинского мира не испытываете ли какие-то опасения, что вот вы, как говорится, ввязались во всю эту игру и здесь сейчас присутствуете? Я аккуратно ввязываюсь в эту игру, потому что у меня второе высшее еще юридическое, поэтому я пытаюсь сначала для себя разобраться с этим. Вот. И люди, которые согласны его употреблять, они, разумеется, согласны, они по своей воле это делают, они просто информированно, добровольно применяют этот препарат. Плюс еще у нас есть видеофиксация, то есть, опять же, вот ваш канал, как говорится, говоря о том, что здесь люди заявляют о том, что были эффекты, они показывают свои анализы. Вот. И, конечно, к этому надо подключать как можно больше институтов. Вот был Санкт-Петербург у вас, тут институт приматологии, опять же, исследования же ведь проходят. Поэтому я ничего не боюсь в этом плане, то есть мы идем как бы путем развития. Вот и все. Хорошо. Спасибо большое еще раз, что согласились. И давайте теперь перейдем к следующему этапу. То есть вы про себя уже немножечко рассказали. Давайте теперь поговорим о том, что за пациенты у вас были, да, какие-то интересные, может быть, результаты есть. Ну да, как бы цитаты какие-либо скажу. Значит, пациенты различных возрастов, допустим, мужчина с бронхиальной астмой 73 года, он заболел параллельно еще и коронавирусом, понятно, что у него была декомпенсация, и приступы бронхиальной астмы усилились на фоне заболевания и положительных мазков по коронавирусу. Вот. И лечение антибиотикотерапия, стандартное лечение было очень медленным, то есть пациент поступил в стационар. Пришлось этому пациенту переправить в отделение синтезит, параллельно он стал его пить, и в качестве антиоксиданта он очень хорошо у него сработал. То есть у него была сатурация низкая, то есть порядка где-то 83% в крови был кислород. В дальнейшем он у него поднялся до 93 и 96. Сейчас стабильно пациент выздоравливает. А другой пример, девушка, скажем так, фертильного возраста, вот, пострадала от того, что у нее нашли доброкачественную опухоль в яичниках. Вот, была проведена операция лапароскопически. Вот, в дальнейшем ей пророчили, что могут быть, потому что была биопсия, что могут быть рецидивы. И мы уже второй курс пьем, вот, плюс биопсия была проведена повторно, лапароскопическая. Рецидивов вместе послеоперативного вмешательства не нашли. Вот, клеток нет. Как оценивать этот результат? Я оцениваю результат этот стопроцентно позитивный, то есть человек, скажем так, пока это только маленький шаг в маленьком таком временном интервале, потому что здесь мы смотрим десятилетиями, плюс надо, конечно, и гормональный фон смотреть человека. Вот, что еще вот мне сейчас вот такое яркое? Можно я немножечко перебью, Да. и, так сказать, дополню вот эту тему, да? У нас есть результаты по онкологии, да, людей, кто принимает при онкологических заболеваниях. Санкт-Петербург, вот я слышала, да, у вас есть исследование. Помимо того, что исследования инвитро на... Да, и еще люди, которые давали видеоинтервью, да, я видела. Да, есть люди, которые давали видеоинтервью, есть люди, которые писали нам отзывы, в том числе при лимфоме, злокачественное вот это вот заболевание, да, лимфатической системы, рак. Вот, и эти отзывы есть. Вот вы сейчас говорите, что рецидива не было. Как вы оцениваете как врач вот все это, да, и насколько я знаю, обычное железо,
оно благотворно влияет на раковую опухоль. То есть опухоли нужно Растет. железо, да, Растет. чтобы расти. Раковые клетки требуют железа, чтобы расти. Но при синтезите мы видим обратную картину, хотя синтезит это тоже Я железо. свои предположения сейчас по этому поводу выскажу. Значит, синтезит – это микроэлементы. Доза не такая большая, лошадиная, как у всех препаратов железа. Вот, поэтому здесь все в мире есть яд, но только доза есть лекарство, есть такая поговорка. Вот, и я в этом случае думаю, что здесь он активирует совершенно другой тип взаимодействия с тканью, то есть он активирует ферритин, он активирует авидность, то есть жадность именно самого белка ферритина к железокислородным соединениям, к окислительно-восстановительным процессам, которые происходят в плазме крови. И значит, клетки нормальные, они это воспринимают наоборот хорошо, и у них метаболизм через мембрану проходит, и они развиваются. А клетки аномальные, уже где запущен процесс, они боятся кислорода. Поэтому кислородная атака идет на опухоль, и она уменьшается. Она не растет. То есть статический эффект у опухоли есть точно. По поводу того, что опухоль уменьшается, как бы я не ознакомлена еще пока с результатами Санкт-Петербурга. Мне бы как бы побольше бы почитать и в динамике посмотреть. То есть еще не время. То есть надо тоже где-то год это все эти результаты сопоставить, сделать выводы определенные на больших уже группах. Я думаю, больше, чем хотя бы 100 человек. Но здесь вот уже на канале я отследила уже более 100 отзывов вот, различных людей. Попадаются пациенты с онкологией, очень оптимистические отзывы. Просто опухоль не растет. Опухоль, допустим, где бы она находится, если она растет, если она уже большая, она сдавливает, то есть синдром компрессии, оно мешает, он болит. То есть эти вот боли, самое главное, что субъективно человеку надо, убрать боль. Вот. И там все остальное, как говорится, оно приложится. Я думаю, что здесь оно имеет такой опухолестатический эффект за счет активной формы кислорода, насколько я думаю. Но это опять же гипотеза только. Но пока что. Пока что, да, пока что начаты исследования в этой области, я за ними тоже слежу. Вот. Вполне все это, думаю, что перейдет из состояния гипотезы уже в доказательства, уже в evidence, уже в доказательства. Вот. Хорошо, ну вот смотрите, вы сегодня были у нас, посмотрели нашу лабораторию, фасовочный цех посмотрели. Да. Краешком глаза. Очень. Да, очень все грандиозно и красиво, спасибо Красиво. большое. Краешком глаза из-за двери посмотрели на производство. Ну, честно говоря, нас туда самих не пускают, потому что это ноу-хау. И просто нельзя открывать какие-то карты. Да. Именно поэтому, кстати, уважаемые зрители, кто спрашивает, а где ваш патент, мы не делаем патент не потому, что мы не хотим делать патент. Мы бы с удовольствием сделали патент. Но ситуация такова, что если завтра мы сделаем патент, то послезавтра китайцы это сделают у себя как бы очень быстро. Скопируют, да, и все. Вот. И вопрос вот в чем. Смотрите, Наталья Владимировна. Многие говорят, так, ага, цитрат железа, значит, у вас там продаете цитрат железа. Может быть, это обычный цитрат железа? Ну, насколько мне известно, это препарат получен определенным способом. Это изомер определенный. Вот. И у него абсолютно другой заряд. Вот. И структура другая. Вот. Понятно, что если в условиях определенных он получен, значит у него определенно другие свойства, хоть это вроде бы как по атомной массе железа, и его соль, цитрат. Вот. Но в то же время свойства цитрата в нем сохраняются, он растворим в воде. Вот. И, в принципе, как бы те препараты железа, которые у нас имеются в фармацевтической промышленности, они нужны тоже, они применимы. Вот. Но вполне вот в лечении хронических анемий я увидела, что на одном этом цитрате железа именно в форме синтезита улучшения были стойкие. То есть гемоглобин повысился со 116 до 123. То есть я могу привести себя в пример, потому что у меня вот такой был низкий гемоглобин. Скажем так, почему он был низкий, я не знаю. Вот, то есть я сильно особо не копалась, на ходу сделала этот анализ, и в дальнейшем он у меня с лета этого года, осенью я переделала, в ноябре анализ, вот последний анализ мой в карточке, то есть сейчас 123 железа. И я здесь что могу сказать, что препарат, вернее этот элемент, он отличим, потому что он более, лучше проникает, я так думаю, через мембраны.
То есть и у него, так как он очень маленький, то есть он проходит туда, куда ему надо. И таргетированное восприятие организма, то есть где болит, туда он и проходит. Где плохо, где повреждено, туда он и идет. Что не сказать, нельзя сказать, как отличительное свойство, там, существенное отличительное свойство от других препаратов железа. То есть или биодобавок, потому что биодобавок существует очень много. Это, не будем перечислять этих производителей, то есть это в основном зарубежные производители. Вот, обычно спортсмены этим всем пользуются. Вот, но, скажем так, здесь это наш препарат, это наша инновация, и я этим горжусь и поддерживаю вас в этом плане, в этом начинании. Спасибо. То есть получается, что вы себе смогли при помощи синтезита поднять гемоглобин. Да. И у вас есть пациенты, которые также. Да, есть. И это как бы такой, ну, я не скажу, что выборка у вас, наверное, большая, то есть она не может быть большой, потому что Не вы может недавно быть применяете. большой, Да. потому что я ее применяю на добровольцах, на себе, на своих собственных ощущениях, и пока что на тех людях, кто, как сказать, ну, хочет попробовать, хочет быть выше в плане, как сказать, хочет идти в ногу со временем, вот и все. То есть быть более современным и достигать каких-либо результатов за гораздо более быстрые промежутки времени. Вот и все. То есть люди сейчас торопятся, сейчас очень такой суетной мир сам по себе. Вот. И на фоне этого, как стимулятор, как антиоксидант и как препарат железа при прямом его назначении, то есть мы вот так вот договорились между мной и моими друзьями-пациентами его использовать.